Всем привет! Сейчас покажу базовую оптимизацию смартфонов Realme и Oppo, отключение сбора данных, а также все это приведет к уменьшению расхода батареи. Показывать все это я буду на Realme UI 3.0, а также на 13-м Android. Но также все это подойдет и на оболочку Realme UI 2.0 и на 12-й Android, но будут некоторые нюансы. Первое. Идем в настройки. Дополнительные настройки. Получать рекомендации. Снимаем вот эту галочку. Теперь вы перестанете получать рекламу, а также рекомендации во многих системных приложениях. Теперь делаем шаг назад. Все в тех же дополнительных настройках. Находим пункт клавиатура и способ ввода. Управление клавиатурами. Gboard. Друзья, если у вас Realme UI 2.0 и 12 Android, все эти настройки вы можете найти в поиске настроек, вбив туда название «Управление клавиатурами». В этом меню заходим в голосовой ввод и снимаем галочку «Отправка аудиосообщений». Когда мы отключаем эту галочку, перестают отправляться фрагменты ваших аудиосообщений в Google. Также, если на вашем смартфоне поддерживается функция «Ускоренный голосовой ввод», рекомендую включить эту галочку. Делаем шаг назад, идем в самый низ, дополнительно. Здесь нужно снять галочку «Отправлять статистику». А также я снимаю галочку «Персонализация». Все это относится к вашей конфиденциальности. Если данные пункты включены, то Google собирает о вас статистику. Далее в настройках идем в пункт «Конфиденциальность». Заходим вот в эту вкладку «Конфиденциальность». Другие расширенные настройки. Реклама. Отключаем пункт «Ввести журнал отладки для объявлений». Если его не отключить, то приложения будут записывать сведения для отладки объявлений, например, сетевой трафик в системный журнал. Шагаем назад, заходим в пункт «Использование и диагностика». Также снимаем эту галочку. Здесь, друзья, конечно же, на ваш выбор. Если вы хотите помогать компании Realme развивать свой Android, то можете оставить эту галочку, но при этом они будут собирать данные с вашего смартфона для того, чтобы улучшать свою оболочку. Повторюсь, для тех пользователей, у которых Realme UI 2.0 и 12 Android, все эти настройки, другие расширенные настройки, использование и диагностика вы можете найти в поиске настроек. Просто вписываем этот параметр здесь. Дальше в основных настройках идем в самый низ, об устройстве. Еще раз в самый низ, программа совершенствования сервиса. Я также снимаю обе эти галочки. По сути, это также относится к предыдущему пункту, который мы отключали. Если оба эти параметра включены, то Realme будут собирать о вас информацию с целью усовершенствования своих сервисов. Хоть это происходит и не часто, но отсюда смартфон собирает всю вашу статистику в журналы, а потом отправляет ее в Realme, что, конечно же, расходует заряд вашей батареи. Снова идем в основные настройки смартфона, двигаемся чуть вниз, находим пункт «Батарея». Заходим в расход заряда батареи приложениями. Здесь, друзья, мы можем видеть те приложения, которые больше всего расходуют заряд нашей батареи. Они будут вот здесь, сверху. Например, у меня это Telegram. System Launcher мы не рассматриваем, так как это системное приложение. Здесь вы должны посмотреть те приложения, которые больше всего расходуют заряд вашей батареи. У меня это Telegram. Теперь я иду назад, в самый низ, другие настройки, быстрое замораживание. Нахожу здесь Telegram и ставлю на нем галочку. Теперь, когда я буду пользоваться Телеграмом и я его сверну, оно быстро заморозится. Тем самым я сильно сэкономлю заряд своей батареи. На Telegram у меня при этом уведомления приходят, но вы будьте осторожны. Например, если вы включите сюда WhatsApp, а он нужен вам по работе, то уведомления от него могут не приходить. Попробуйте включить эту функцию, батарея действительно экономится. Но если перестанут приходить уведомления, просто снимайте эту галочку. Далее нам нужно зайти в диспетчер телефона, нажимаем три точки, настройки, и здесь, друзья, в первом пункте самостоятельная проверка. По умолчанию стоит ежедневно. Я ее выключаю. Если данная опция включена, то смартфон ежедневно автоматически производит проверку, на что хорошо тратится батарея. На 13-м Android я лучше рекомендую вам сделать щипок, нажать плюсик
И вот здесь в пункте «Диспетчер телефона» добавить вот такой ярлык. Он у меня уже добавлен. И просто не забывать на него нажимать каждый день. Это убивает ненужные процессы и сэкономит вам батарею. И на своем Realme я пришел к выводу, чтобы сэкономить батарею, нужно отключить самостоятельную проверку. И лучше через виджет очищать память вручную. А вот во втором пункте автоматическая очистка памяти я оставляю ежедневно. Следующий шаг, зайдем в Play Market, который у вас предустановлен. Нажимаем вот этот значок в верхнем правом углу. Play защита. Еще раз значок в верхнем правом углу. И отключаем вот эту галочку. Помочь улучшить защиту, отправлять неизвестные приложения в Google для анализа. Также, друзья, если вы не знаете, но Play Market это как отдельный антивирусник. Он может проверять каждое приложение, установленное на ваш смартфон. Если вам это не нужно, то вы можете снять вот эту галочку. Сканирование приложений с помощью Play защиты. Лично я ее оставляю, но если вы доверяете своему системному антивируснику, то ту галочку вы можете снять. Друзья, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Если у вас будут вопросы, обязательно пишите их в комментариях, постараюсь помочь.